Drift Track зародился в Новой Зеландии группами молодых людей, которые устраивали заезды на автомобильных трассах. Гонщики, которые спускались по серпантинам в потоке машин, да еще и дрифтили во время движения, сразу же привлекли внимание общества. Так Drift Track нашел отклик в сердцах людей, после чего начал распространяться по всему миру и на данный момент развивается очень активно. Drift Track — это новый вид техники, который используется для дрифтинга. Он представляет собой увеличенный трехколесный велосипед, у которого переднее колесо почти в 3 раза больше заднего. Часто используют колесо от велосипеда или мопеда диаметром около 20 дюймов. Также на переднее колесо устанавливается тормоз. Можно как дополнительно установить и на задние колеса, но он будет иметь меньший эффект. Задние колеса обычно сделаны из твердого пластика или вариант использования колес от картинга с накладками из жесткого пластика или ПВХ. Колесо сдувают, одевают накладку и снова надувают, и получается готовое колесо для дрифтинга. Накладки используют для уменьшения сцепления с дорогой. Это необходимое условие дрифт-трайка. Если сцепление задних колес будет хорошее, то трайк не будет входить в занос, что плохо скажется на его управлении. Дрифт-трайки можно разделить на две категории – с приводом и без. На трайках без привода катаются с уклонов или разгоняются, цепляясь за машины тросами или веревками. С приводом можно кататься где душе угодно. Главное, чтобы была ровная поверхность и не подвергать опасности себя или других участников движения. Силовым агрегатом дрифт-трайков является электро- или бензиновый двигатель мощностью от 6 лошадиных сил. Но даже с такой маленькой мощностью можно развить скорость до 70 км в час. Если установить двигатель 7 лошадиных сил, а еще лучше 9, то динамика разгона возрастает в несколько раз, и дрифтовать станет легче, занос будет полностью контролируемый. Максимальная мощность двигателя на дрифт-байке обычно не превышает 15 лошадиных сил. Все комплектующие устанавливаются и крепятся на раме. Раму можно сделать или из труб, или из листового металла. Так как прохождение поворотов происходит в управляемом заносе при скорости 30-60 км в час, создается полное ощущение профессионального гонщика.
Но помните, ни в коем виде этот аппарат не подходит для езды по дорогам общего пользования, и ездаки должны это понимать. Дело даже не в объеме двигателя. Дело вот в чем. Поскольку этот вариант трехколесного велосипеда не просто склонен к заносу, а предназначен для него, поведение такой машины на дороге будет являться непредсказуемым для других водителей. Поэтому место дрифт-трайку только на спортивной трассе или площадке.